В начале 2000-х годов в одном небольшом городе, где большинство людей знали друг друга в лицо, работал обычный сотрудник службы такси по имени Игорь, и его работа была простой — принимать звонки, передавать заказы водителям и следить за графиком. Ночные смены он не любил, но именно за них платили больше, и однажды, в холодную осеннюю ночь, когда часы показывали около 2 часа 40 минут, раздался звонок. На линии был мужчина с хриплым голосом. Он назвал адрес, старый район на окраине города, где почти никто не жил, и попросил срочно прислать машину. В его голосе было что-то странное, будто он говорил шепотом, но одновременно торопился. Игорь записал адрес и передал заказ ближайшему водителю. Однако спустя несколько минут водитель перезвонил и сказал, что подъехал, но там никого нет, дом выглядел заброшенным, окна заколочены, свет не горит. Игорь подумал, что клиент просто передумал, но через минуту снова раздался звонок, тот же голос, тот же адрес, только теперь мужчина сказал: «Вы уже приехали, почему вы не заходите?» Игорь почувствовал, как по спине пробежал холод. Он ответил, что водитель на месте, но никого не видит, и тогда голос на секунду замолчал, а затем тихо сказал: «Он стоит не там, скажите ему обойти дом». Связь оборвалась. Игорь передал слова водителю, тот недовольно выругался, но все же решил объехать дом, и через несколько секунд в трубке стало тихо, слишком тихо. Затем послышался резкий вдох и шепот: «Игорь, тут кто-то есть». После этого связь оборвалась. Водитель больше не выходил на связь, телефон был недоступен. Игорь попытался дозвониться еще раз, но безуспешно. Через полчаса он сообщил диспетчеру и вызвали полицию. Но когда они прибыли на место, машина стояла открытой, фары горели, а внутри никого не было, на водительском сиденье лежал телефон. И на экране был открыт последний звонок с номера диспетчерской. Казалось, будто водитель просто вышел на секунду и исчез, дело пытались расследовать, но никаких следов так и не нашли. История постепенно затихла, списали на побег или несчастный случай, но через несколько дней произошло то, что окончательно выбило Игоря из колеи. Ночью, почти в то же время, снова раздался звонок, он уже не хотел брать трубку, но все же ответил. На линии была тишина, затем тот же голос, только теперь он звучал спокойнее. «Почему вы не отправили вторую машину?» Игорь замер, не понимая, о чем речь, а голос продолжил: «Он уже внутри, теперь нужна еще одна». В этот момент система показала входящий номер. Это был номер того самого пропавшего водителя. Игорь бросил трубку, но через секунду телефон зазвонил снова, и снова, и снова, пока он не отключил линию полностью. На следующий день он написал заявление на увольнение и больше никогда не возвращался на ту работу. Но самое странное выяснилось позже. Когда подняли архив звонков, оказалось, что первый вызов в ту ночь действительно был только он, поступил не с улицы и не с мобильного, а с номера, который уже несколько лет числился неактивным и принадлежал человеку, пропавшему в этом же районе задолго до этих событий. И с тех пор среди водителей ходит правило: если ночью поступает заказ на старый адрес на окраине, особенно после 2 часов 40 минут, его просто игнорируют, потому что никто не хочет оказаться второй машиной.